Представители знака зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Что ждет? Узнай будущее. Что изменит твои планы? Или события, которые влияют на вашу жизнь в эти 10 дней. И у нас прогноз Таро на 10 дней, на декаду с 1 по 10 декабря, последний месяц уходящего года. Давайте узнаем подсказки карт на будущее. Каковы события ближайшего будущего и с чем это будет связано. Я же приглашаю всех на свой сайт. У меня опубликован гороскоп на декабрь. И вы можете свои планы и желания сверить с расписанием звезд, почитать разные статьи. Все ссылки будут в описании под видео. Первыми мы достанем 4 карты из колоды Ленорман. И не будем задавать вопросов, а позволим самим картам провести или описать нам те события, которые для вас, мои дорогие овны, будут наиболее актуальны, чем придется заниматься. Первая карта. События ближайшего будущего. Вторая. События ближайшего будущего. И третья карта. Четвертая. Достанем карту Таро неожиданности, или вот каковы неожиданности этого периода. Может быть, это те события, которые будут оказывать влияние на вашу жизнь. Или могут вас несколько переориентировать с одного дела на другое. Или с какого-то вопроса на другой. В чем ваша сила? Или что вам помогает? И по основным сферам жизни мы тоже посмотрим. Дела, работа, бизнес. Здесь и учеба, и документы, финансы и деньги. Как карты видят личную жизнь. И карта совет, которую мы откроем в самом конце. Что же за события, мои дорогие? Давайте будем узнавать, с чем это будет связано. Общение. Здесь в основном более деловое общение, должна сказать, потому что лилия чаще всего это искреннее общение или какие-то контакты, которые мы более рационально выполняем. Или если мы и общаемся с людьми, значит, есть какое-то дело, которое мы либо хотим прояснить, либо мы его хотим совершить, организовать. И это могут быть, правда, вопросы документов, может быть, это вопросы вашего социума, мои дорогие. Но тогда в том контексте, когда вот есть уже какой-то рационализм или материализм. Там не про эмоции ни разу. Но тогда карта нам будет говорить, что искреннее общение. Может быть, это когда вы пересматриваете вообще круг своего общения или свой социум. Может быть, это как раз декабрьский период часто бывает связан с тем, что мы более конкретизируем тех людей, с которыми нам довелось общаться. Может быть, что-то и вспоминаем. Может быть, проводим какие-то аналогии, а могу я этому человеку доверять или нет. Вот такие вопросы, скорее всего, у вас будут. И люди могут в этот период времени именно вас окружать те, которые имеют значение на какой-то последующий период. Декабрь вот как раз даже планетарно он у вас будет связан именно с теми, как будто судьба вам дает больше общения с теми людьми, которые пришли в вашу жизнь не случайно. Итак, идем дальше. Что у нас еще? Шикарно. По аркану звезды, как в колоде Ленорман, так и, в принципе, и в Таро. Нам говорят, нет ничего невозможного. Это наша мечта. Это наше желание что-то осуществить. Для кого-то это будет переезд, или ваш планируемый, или, может быть, как организация переезда, вы что-то еще пока просчитываете, узнаете, как вы сумеете расположиться в другой местности, или какие могут быть условия, что для этого потребуется осуществить или согласовать. Для кого-то из вас все-таки у нас идет всегда по аркану звезды, опять же, в любой колоде пространство. И пространство – это эфир, интернет, для кого-то работа, связанная с интернет, или IT-технология, или когда у вас есть возможность работать из любой точки мира. Это ваша популярность, мои дорогие, и ваше будущее, безусловно. И карта, опять же, повторюсь, нет ничего невозможного. Поэтому какая-то такая детализация ваших планов. И правда, мы подводим итоги и строим планы на будущее. И нет ничего невозможного, если нам карта сказала, значит, мечтайте где-то, мои дорогие овны. Помните, что мысль имеет волшебную материальную силу. И то, что мы думали вчера, мы получаем сегодня. То, что мы думаем сегодня,
мы получим завтра. И значит, не надо себе наколдовать какими-то неправильными мыслями, но хотя для вас ведь этот период должен быть очень продуктивный. Правда, планетарные транзиты декабря как раз перед вами раскрывают какие-то новые возможности. И вы тут что-то можете уже на будущее более так рационально, видя какие-то перспективы, возможности, не просто планировать, а уже просчитывать. У кого-то просто, может быть, какая-то поездка и недалекая. Ну, наверное, где-то ваш социум, ваше окружение вы так можете причесывать. Или думать, обдумывать какие-то, может быть, вопросы. Или конкретную персону, которая была связана с каким-то делом. Будут те, вот аркан лиса, которые с нами хитрили. И именно в этой колоде Ленорман все-таки больше идет хитрость, изворотливость. Может быть, в некоторых вопросах, мои дорогие овны, вы как раз себе тоже запланируете что-то подобное, потому что вы явно тут по этим картам что-то хотите получить. Сегодня как будто получаете, и на завтра у вас есть, ну, если не четкий план действий, то, по крайней мере, ориентир или мечта, она у вас точно имеется. Но, может быть, средства пока непонятные или какие-то методы, они пока вами тоже еще пока не отстроены, не отшлифованы. И вы понимаете, что обстановка может быть такова, что приходится быть гибким и где-то хитрым. Но и где-то люди тоже могут и хитрить, и преследовать какие-то свои интересы. Поэтому вот все то, что я сказала по двум картам предыдущим, оно будет актуально. Как раз аркан лиса об этом и говорит. Себе не навредить, наверное, самое главное. И если есть вот такая лиса хитрая, по ней могут быть люди, которые говорят одно, а делают совершенно другое. Или которые, наоборот, могут говорить комплименты или где-то даже поддерживать. А сами ждут какого-то удачного момента, чтобы поставить подножку. Вот таких персонажей вам нужно исключить из своей жизни. Ну, буквально изучить, может быть, и так. Хотя это у кого-то будет говорить о том, что если вы учитесь, период, когда вы готовитесь к экзаменам, или, может быть, защищаете диплом, или прошли даже курсы, вам нужно работу написать, или сдать какой-то важный зачет, может быть, и так. Но по аркану книга мы, в принципе, учимся по жизни. Может быть, это связано как раз с переездом, или у кого-то это будет связано с организацией бизнеса, личного дела. Вы что-то хотите именно осуществить, или работать на самого себя, или на саму себя. И как будто потребуется для этого знания. У кого-то это может проиграться какая-то, вот если мы говорим с арканом лилии. Мы ведь все разные, у кого-то может быть грустная история, которая была в личной жизни, у кого-то, я могу допустить, и суды проходят, значит, где-то придется словно балансировать в этот период. Но у вас есть возможности быть победителем, мои дорогие овны. Или с максимальным процентом, чтобы какое-то дело для вас завершилось хорошо. Но это не совсем на эмоциях, точнее вообще не на эмоциях основано, а на какой-то детализации. И для кого-то конкретно обратиться к узкому специалисту. Изучить, например, как в отношении вас работает закон. Или на что вы можете рассчитывать. Или, если это переезд, какова обстановка в той местности, куда вы намереваетесь попасть. Или, когда вы изучаете о конкретном человеке, собираете информацию. Может быть и так. Но чаще всего, когда выпадает аркан книга, это мы что-то изучаем не ради любопытства, а, повторюсь, либо ради дела, либо ради заработков. Это те знания, у кого-то банальное изучение языков, потому что мне это пригодится в будущем. Или когда вы профессионал в своем деле, в профессии, но понимаете, что тоже вам нужно какую-то узкую специализацию добавить. Или для себя, может быть, какой-то документ дополнительный получить, и это тоже для вас откроет новые возможности. Одним словом, есть какая-то тема вам интересная. Или изучить, как можно обойти какие-то острые углы в отношениях, правда. Тут задумайтесь, вот есть какая-то тема для обдумывания. Давайте вообще спокойный достаточно период. Вам ничто не мешает. А если есть какие-то лисы, я не могу сказать, что они как-то, ну, судя по четырем картам Ленорман, что они как-то нарушат ваш гомеостаз, мои дорогие овны. В принципе, декабрь, повторяюсь, благоприятный период. Итак, что же за неожиданности?
По Луне здесь не столько неожиданности, сколько мы пока не видим какой-то ясной картины. Как через сумерки, через туман. Очертания есть, облик есть, конкретики нет никакой. Со знаком плюс проигрывается эта карта, когда эмпатия, взаимоотношения с близким человеком. Поэтому для кого-то проиграется, когда вы просто будете больше времени проводить дома. Мы все разные. И общение именно может быть с теми, кого не просто вы любите, а может быть вы о ком-то заботитесь. Мои дорогие девочки, иногда Аркан Луна говорит о беременности, но перекладывайте на себя, для кого это актуально, по интересам и по возрастам, будем говорить так. Но по Аркану Луна есть еще и предостережение, мы чего-то не видим. И, к примеру, если вы оказываетесь в толпе, я всегда об этом говорю, помните, мои дорогие, вы должны ясно видеть вообще, что происходит вокруг вас. Вот, кстати, с учетом Аркана Лилии. Честность мы сказали, да, объективизм какой-то. А по Луне этого видеть невозможно. И поэтому, если так судьба складывается, когда вы оказываетесь и вокруг вас много людей, то вам как будто нужно в другую сторону. Вам нужно все время контролировать обстановку вокруг и себя самого или саму в этой обстановке. И если вы чувствуете, что что-то выходит из-под вашего контроля, максимально измените эту ситуацию так, чтобы вы ее контролировали. Это к слову о толпе, или это, в принципе, может быть какая-то иная ситуация. Как минимум остановиться, задуматься. Но я должна сказать, пусть не в этой колоде, есть такая колода 78 дверей, и принципиальное значение на ней имеют двери. Кто смотрит мои расклады часто, вот, кстати, давно не делала на этой колоде расклады, может быть, вы помните. Там Аркан Луна, самая правильная, наверное, прорисовка идет. Когда есть дверь, за которую мы должны попасть обязательно, поскольку это место нашей безопасности, и мы должны ее открыть, прежде чем попасть. И в колоде существуют либо ключи мы должны подобрать, так вот, у Аркана старшего Луна страж дверей является ключом. И не кто-нибудь, а хамелеон. То есть нам придется договариваться с хамелеонами. Вам, мои дорогие овны, и у вас Аркан Лиса. Вот, пожалуй, вот эта фраза «договориться с хамелеонами». Вот к этому стоит быть готовым. И значит, нам придется где-то адаптировать себя к какому-то даже разговору или к услышанной новости, информации, какой-то внешней обстановке или событиям, и при этом быть очень внимательным, чтобы вас или вашу жизнь ничто не смогло каким-то образом нарушить или вам помешать, или создать вам какую-то опасную ситуацию. Берегите себя, мои дорогие. Я надеюсь, все то, что я сказала сейчас, не для всех может быть актуально, но я должна была озвучить это. Для большинства это как раз какие-то приятные заботы будут по дому, мои дорогие. Но есть еще и помните просто, что есть что-то, что вы сейчас не видите. Аркан Луна нам говорит, выглянет солнце, все встанет на свои места. Поэтому куда-то, правда, не торопитесь. Пройдет, может быть, некоторое время или несколько дней, и обстановка у вас прояснится. Давайте мы узнаем, в чем ваша сила и что вам помогает, в чем ваши плюсы. Ну, договариваться придется. Вот так у вас расклад строится, что очень логично выпадают карты. И у нас паш мечей в этой колоде. Мне очень нравится тоже прорисовка этой карты, потому что словно девушка, посмотрите, по тоненькой жердочке идет между скалами. И пусть этот промежуток не такой большой, но нам все же говорят, не смотри вниз, не оборачивайся назад. И обратите внимание, она вооружилась книгой «Знания». Знание и сила буквально. И вот эти лампочки, которые словно шарики, которые придают ей равновесие, мои дорогие овны. Ну, правда, есть какое-то либо дело, которое вам нужно не торопиться, кстати, осуществлять, а как-то детализировать, изучить. Или продумать, если вы намерены уже действовать по своему плану, значит, этот план, может быть, поставить из расчета того, что каждый момент или каждый пункт будет претерпевать изменения, и вам придется к этому адаптироваться или что-то изучать. Две птицы. Птицы – олицетворение новостей, поэтому, скорее всего, информации в этот период будет много. Есть то, что вы хотите
именно осуществить, и у вас получится. Но поверьте, мои дорогие овны, вполне вероятно, ваши методы, даже если вы прописали на бумаге план минимум, план максимум, скорее всего, он претерпевать будет изменения не раз. Потому что какой-то ровный прямой путь, он не получается. Обстоятельства вокруг вас, ну, как-то заставляют вас все время что-то корректировать. Но вот если вы будете корректировать или что-то изучать, у вас и получится пройти вот по этой тоненькой жердочке. Даже если это сделать будет, или прежде было бы сделать очень сложно, невозможно. Тут ведь нам говорят о чем? Держи равновесие, держи баланс в первую очередь. Иначе мы не можем ни вправо, ни влево. Мы имеем какой-то очень узкий фарватер, но у нас обязательно получится что-то осуществить. Иногда паж мечей может говорить о том, что мы можем даже направление поменять в наших интересах. Прежде нам было интересно что-то одно, но, может быть, обстоятельства сложились так, что или отпала какая-то предпосылка, или сам интерес куда-то исчез, и мы себя уже видим в каком-то другом деле, или в другом направлении собираемся переезжать. Перекладывайте на себя. Дела, работа, бизнес, учеба, какие-то контакты по документам очень положительно. По шестерке чаши в этой колоде, эта колода, должна сказать, очень добрая. Так вот здесь как раз очень хорошие контакты, договоры, соглашения. Здесь могут возвращаться, безусловно, даже люди, которых вы уже знали. Здесь может быть такое своего рода дежавю, и планетарно может быть с этим связан период, когда, к примеру, вспомнили вас с прежней работы и что-то вам предложили. Или, если вы занимаетесь любимым делом, к примеру, именно личное какое-то дело или ваше творчество, здесь может словно заказ какой-то поступить от человека, который вас знает, которого знаете вы, кому вы можете доверять, и какая-то работа может к вам прийти. Ну, это, понятно, не у всех. Я перечисляю, в каком направлении эта карта может проигрываться. Если же мы говорим, что нам предстоит какие-то пересмотреть контракты, а может быть, опять же, планетарно, вплоть до брачных договоров, или соглашение по работе, когда вы тоже контракты меняете, вы можете внести некоторые пункты, которые для вас будут проигрываться с большим плюсом. Здесь у вас что-то решится очень хорошо. Причем так, знаете, спокойно, основываясь на взаимопонимании, на каких-то дружеских отношениях и на тех людях, которым вы можете доверять. Вот здесь что-то решится у вас положительно. Будь то это документы, будь то это работы или какие-то ваши дела. Значит, пусть даже если есть какой-то фарватер или что-то у вас непонятно, постепенно, шаг за шагом вы все вопросы решите. Давайте посмотрим, что же денежная энергетика. По пятерке пентаклей мы как будто ждем все время. Может быть, кто-то из вас ждет денег, которые задерживаются. И я не могу сказать с точкой, что эти деньги, вот они буквально приходят в эти 10 дней. Для кого-то из вас эта карта будет просто говорить о новой какой-то финансовой стратегии. Может быть, вы будете изучать, кстати, финансовую, как вот есть такое понимание, финансовая культура. И сам переход Плутона в Водолей, это вторая половина у нас была ноября. Но мы забегаем уже немножко назад. Для чего? Чтобы освежить в памяти, что эти энергии, они продолжают на нас влиять. И теоретически, в принципе, ожидает человечество не просто где-то в узком каком-то масштабе, ожидает того, что могут меняться фондовые рынки, валютные рынки, системы расчета, электронные какие-то системы расчета новые появляться, или взаиморасчетов. Может быть, где-то сбой происходит именно из-за этого, когда деньги быстро вы не получили. Но это вам даст повод изучить и пересмотреть свою финансовую какую-то стратегию. Всегда пятерка пентаклей идет, какой-то некоторый недостаток. Может быть, у кого-то побудительным будет мотивом для того, чтобы работать на самого себя. Или искать вторичный какой-то доход. И я очень хочу достать дополнительные карты. Пусть нам не очень крупная карта и не очень информативная. Кстати, она может говорить также, что мы можем даже с кем-то поругаться именно из-за денег. Поэтому держите баланс. Чего это касается?
Кто-то подводит итоги, но деньги вы точно получите. Пусть даже с задержками, даже не сомневайтесь, деньги есть, деньги будут. Потому что аркан мир. Если вот, в принципе, чего бы ни касалось, будь то это гонорар за какой-то, например, написанную книгу или проделанную работу, он к вам придет, даже если с задержкой. Для кого-то из вас, правда, это будет, может быть, получение денег и даже каких-то плюс бонусов. Все же это старший аркан. Для кого-то из вас мир, пространство, интернет. Вот как раз где-то то, что звезды нам говорят. И это будет тогда вам говорить то, что у вас какой-то ваш проект посредством, может быть, интернет, всемирной паутины, будет очень перспективный. Более того, презентабельный какой-то. Он вам придаст, знаете, как признание ваших заслуг, вашей действительной популярности. Популярность проходит по аркану мир. Но, может быть, вот основным побудительным мотивом или своеобразным волшебным пенделем вас будет как раз какая-то ваша история, когда надоело жить из нуля в рогожечку. Вы тут что-то можете переиграть. Для кого-то из вас новые способы заработка могут быть связаны действительно с перемещениями или работа, которая с командировками, или релокация офиса куда-то в другую местность. У вас все получится. Поэтому даже если, кстати, мы говорим уже о недопонимании. Если прежде были с кем-то конфликты, здесь вы можете нейтрализовать этот конфликт практически полностью, мои дорогие овны, и остаться довольным. Значит, даже если есть какой-то сложный вопрос по финансам, по деньгам, может быть, что-то изучая, может быть, что-то согласовывая, где-то и самому быть гибче, но вы получаете блестящий результат. Личная жизнь. Рыцарь жезлов. Люблю эту карту, потому что это драйв. Это не болото, это точно. И рыцарь жезлов готов к неожиданностям. Все, что угодно. Вот только бы не болото. Может быть, это развитие у кого-то отношений. У кого-то, может быть, когда вам придется отправиться в какую-то инстанцию, что-то разузнать, если вы хотите оформить отношения. Или, может быть, в личной жизни есть еще какие-то согласования. Но по этой карте это не столько перемены, сколько могут быть неожиданные действительно события, но больше с позиции как возможность что-то решить в короткий период времени. И мы могли думать, что это будет как-то растянуто, а здесь словно пространство уплотняется и дает возможность решить что-то в более короткий срок. И карта тогда нам говорит: будь готов к неожиданностям, раз, и будь готов быстро собраться, подпоясаться, куда-то отправиться, съездить для того, чтобы решить какой-то вопрос. Словом, чего-то не упустите. Что это может быть? А вот закрыть какой-то гештальт или закрыть какие-то ваши сомнения, ненужные переживания. Девятка мечей – это то, чего нет в реальности. И карта нам говорит: для начала открой глаза. Потому что нам может представляться что-то в более мрачном свете, чем есть на самом деле. И, кстати, это может быть связано с тем, что вы новость какую-то узнаете, и вы думали, допустим, что-то неосуществимо. Или мы смотрим на личную жизнь. Вы с кем-то, может быть, поссорились даже. А здесь, с учетом аркана Лилии, вы можете совершить такие, знаете, очень спокойные разговоры. И даже эмоции как будто вам не будут ни разу мешать. И поэтому больше, вот если по Луне о личной жизни часто она говорит, и девятка мечей – это как раз какое-то наше сожаление о том, что не получилось либо продолжить отношения, либо найти взаимопонимание, да? И тогда этот период поможет вам исправить эту ситуацию. Но будьте реалистами, не анализируйте что-то слишком глубоко и долго, потому что есть вариант буквально закопаться где-то, уйти на эту глубину. А как известно, в этот колодец это как билет в один конец. Упал, а потом попробуй только выберись. Что это? Королева чаш, правда, карта любящего человека. Поэтому, мои дорогие овны, ну, может быть, не поняли друг друга, с кем не бывает. Это в жизни каждой пары бывает. Или, может быть, это даже с родственниками связано. Ну, значит, что-то вы сумеете прояснить. И словно пространство вам будет в этом тоже помогать. Давайте откроем карту совет. Что мне тут добавить? Карта мага. Все то, что я долгое время говорила, может быть, что-то и придется изучать. Но по магу нет ничего невозможного. И маг – это рациональный человек. Магами не рождаются, магами становятся. Именно потому, что пережитый опыт. И этот пережитый опыт – это великое благо. Это мы потом понимаем,
Потому что он нас где-то уберегает от ошибок, повторных, может быть, ошибок. Или как раз и говорит, подсказывает правильно, где не нужно упорствовать, а обойти какие-то острые углы или принять какое-то соломоновое решение. Но любая сфера жизни, посмотрите, будь то документы, будь то ваша работа, пожалуйста, вы можете получить плюс. Даже если финансы и деньги были со знаком минус или были какие-то даже конфликты, у кого-то дома могли быть конфликты, ну, значит, полная нейтрализация. Нейтрализация именно для вас. Вы останетесь довольны, мои дорогие овны, каким-то результатом по деньгам тоже. Но и по личной жизни можно что-то выровнять и остаться более чем счастливым. И, может быть, для тех, кто один или одна, нам карта тогда будет говорить, карты, точнее, вот эти две, будут говорить, что ты какую-то свою овен-стратегию, тактику взаимодействия с противоположным полом, ну, как-то продумай. Более, с одной стороны, рационально, с другой стороны, ну, может быть, будь более терпимым в плане то, что человека могут быть совершенно другие методы взаимодействия, допустим, да, чем у тебя с противоположным полом. Или человек по-другому выстраивает дружбу. Или у человека какие-то есть еще, помимо личной жизни, свои планы. И мы ведь встречаемся два чужих разных человека. И нам только предстоит отстроить какую-то общую концепцию, чтобы смотреть в одном направлении. И вот как мы сумеем пройти вот этот период притирки характеров, как мы сумеем или насколько гармонично сумеем отстроить наши взаимоотношения, целиком и полностью зависит от нас самих. Но у вас все возможности. Наверное, любая сфера жизни помогу, что бы вы тут себе не запланировали. Стоит вам только чего-то захотеть раз, а второе, держа руку на пульсе, постоянно корректировать свои методы, ну, может быть, где-то из себя самого. И для вас, мои дорогие овны, на этот период нет ничего невозможного. Вы можете также столкнуться с людьми, которые как великий манипулятор, маг. Но мы уже с вами сказали, что и вам тоже придется быть в тех же энергиях, и, собственно, аркан маг это подтверждает. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые овны, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.